Кто потерял покой из-за тебя? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ух ты, какие у нас оголенные энергии! А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, ребят, ну что я вам могу сказать? Ну ты посмотри, ну все приходится прикрывать. Ох, вы у меня горячие джигиты такие, мужчины. Давайте и так положим. Ну, смотрите, уже то, что я вижу, вы у меня, ну, реально горячие ребята. Вы хорошие любовники, вы очень страстные. Вы любите женщин, с которыми можно, опять же, поимпровизировать в постели. Вам не нужна женщина, которая любит просто как бы полежать за себя и поспать. Да, вот поза Ленин в мавзолее, спящая красавица, это точно не для вас. Вы человек, может быть, даже горячий во всех смыслах слова, не просто как любовник. Вы еще можете быть, ну, такой, знаете, вот вспыхиваете, как спичка, но быстро очень гаснете. Вспыльчивость у вас не просто так. Вспыльчивость скорее произошла после того, как вы потеряли свою любимую, единственную, неповторимую. Скорее всего, здесь проиграется потеря жены, да, так как у нас брак написано, многие из вас были в браке. У кого-то это был не один брак, причем здесь могут повторяться ситуации. Возможно, вот у вас один, второй брак, может быть, третий. И вот какие-то ситуации у вас вот как по кругу, да, вот какой-то как конвейер. Вот одна, допустим, изменила, вторая изменила. Вот какие-то ситуации очень похожие. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, сколько у вас было браков и повторялись ли у вас какие-либо ситуации. Ну вот с одной, со второй там женой, да? Если один брак, так и пишите один. Вы человек, который, в общем-то, абсолютно не боится работы. Вы умеете зарабатывать, вы человек работящий, такой трудолюбивый, вас работа не испугает. Главное, чтобы было для кого. Вам нужна мотивация. И причем это не просто внутренняя мотивация. Вот именно женщина всегда для вас является мотиватором. Поскольку вы сами по себе такой вот человек, ну, довольно семейный, да, ну, то есть до глубины души вы такой семьянин. Несмотря на то, что даже многие сейчас могут как раз без семьи оказаться. У вас вот как будто внутренняя такая потребность о ком-то заботиться. Напишите, ребят, есть у вас такая потребность или нет? Кто-то из вас может быть вот связан именно с таким тяжелым физическим трудом, вплоть до того, что, ну, я не знаю, это какие-то, может быть, строительные работы, да, это может быть кузнец, молодец, это там слесари, сантехники, там каменщики, ну, то есть очень много разных профессий рабочих. Причем эта профессия у вас может быть как бы дополнительная, что ли. То есть, может быть, вы и на другой работе работаете, но вы умеете быть там и каменщиком, и плотником, и сантехником. В общем, вы такой рукастый товарищ. Тяжело очень переживаете разные такие, ну, неприятные моменты. Можете переживать по поводу и без повода. Есть такая некая ранимость у вас. Очень любите детей. Причем даже те из вас, которые, может быть, своих детей не имеют, но вы очень мечтаете, вам бы хотелось иметь детей. И, в принципе, даже те, которые имеют детишек, а там, неважно, одного, двоих, троих, если бы в вашей жизни появилась новая женщина, с которой вы бы построили семью, с которой было бы, ну, как бы все взаимно, да, любовь, та самая взаимная любовь, вы бы не отказались еще от лялечки. Это однозначно, потому что вы любите детей, и даже, может быть, чужие детки к вам тянутся. Знаете, как приходишь в гости, а к тебе бегут и прям на шею вешаются ребятня, малышня, да, вроде бы и ты чужой дядюшка, но дети чувствуют, что ты хороший человек. Есть такое, правда, ребят?
Вы, в общем-то, знаете, вот довольствуетесь тем, что у вас есть, да, вы пытаетесь, да, стремиться к лучшему, но звезд с неба вы особо хватать не будете. Вы не будете бежать за миллионом, вы не будете бежать, чтобы, я не знаю, ради каких-то материальных благ, да. Вот вы такой вот простой, вот просто простой человек, и, в общем-то, ну, знаете, вам для счастья много слишком не надо. Вот главная любимая женщина, вот какой-то внутренний такой комфорт, внутренний даже уют, наверное, тепло. Вот тепла вам давненько не хватает. Потому из вас, из-за одиночества, многие из вас из-за одиночества, из-за отсутствия какого-то женского, может быть, тепла, уюта, да, такого комфорта, который женщины дают, ну, нормальные женщины, я имею в виду. Поэтому многие из вас, возможно, ушли с головой в работу, чтобы отвлечься. Может быть, хобби кто-то занялся, может быть, специально взяли подработку, чтобы просто, ну, не сидеть и не сходить с ума от одиночества, от каких-то темных, грустных мыслей. Ну и давайте-ка посмотрим теперь, мои золотые ребятишки. Я уже прям как к деткам к вам обращаюсь. Вы представляете, как я вас всех люблю. Кто потерял покой из-за вас? Давайте-ка эту тайну приоткроем. У меня сегодня потрясающее настроение, и я, может быть, поделюсь немножко с вами. Ну, что я вам могу сказать? Потеряла покой женщина, а она-то ведь тоже такая, ох, какая горячая дама. Она моложе вас. Она, ну, такого среднего телосложения, может быть, длинноволосая, скорее светлого, светлые волосы, ну, может быть, русые, такие, больше к светлому. Женщина, которая тоже очень активная, она очень страстная, хоть и она такая не особо и опытная, может быть, но все же вот есть какая-то в ней искринка. Люди, которые с ней общаются, вот они как будто зажигаются ее озорством, ее азартом, ее какой-то вот внутренней энергией. У нее много завистников, потому что она довольно неплохо выглядит. Она, в общем-то, ухоженная женщина, поэтому многие женщины, ну так, знаете, бросают косые взгляды с завистью на нее. Это женщина, с которой очень легко. Это женщина, с которой вот классно проводить время. Но я вам скажу, сейчас я еще уточню. Есть такой момент, который немножко портит всю картину. Эта женщина может быть не свободна. Я просто вам описываю вот в двух словах буквально, может быть, вам это поможет понять, кто это из вашего окружения. Эта женщина не свободна, у нее может быть ребенок, ну, такой небольшой, в принципе, ну, максимум, наверное, до подросткового возраста. Это женщина, которая когда-то, вот, ну, до поры до времени, да, потому что, опять же, в общем раскладе, и второе время это плюс-минус относительное. Она какой-то период жила, в общем-то, довольно счастливо. В семье, я имею в виду. Вы можете ее знать, либо слышать, ну, слышать о ее семье, да, о ее взаимоотношениях с мужем, может быть. Но очень неплохие высказывания. Но то, что кажется счастливой семьей, не всегда таким является. Очень часто, кстати, я вам скажу, даже вот по статистике, немного я отступлю, многие отношения и семьи, которые кажутся вот идиллия, да, вот они за ручку ходят, они такие заботливые на людях вроде бы, а на самом деле там столько подводных камней, там столько скелетов в шкафу. Вот из этой оперы это семья. То есть, опять же, вы можете подумать, поразмыслить, да, кто эта женщина, она не одинока, но несмотря на то, что они могут очень так впечатляюще показывать свои хорошие отношения, на самом деле там есть обман, там есть недоверие в отношениях, и то, что кажется таким классным, таким суперским, таким не является.
Эта женщина очень сильно разочаровалась в своем мужчине после предательства, возможно, после того, как она узнала, ну, либо про обман, может быть, про измену. И она начала задумываться про расставание. По крайней мере, пока, может быть, на уровне мыслей, желаний, да, вот, потому что она понимает, что с обманщиком она жить не будет. Я вам просто немножко эту картину описываю, чтобы вы понимали, потому что может у кого-то проиграться, что вот есть конкретно такая ситуация, такая семья где-то в вашем окружении, да, неважно, по работе, по соседству, где угодно, что вы знаете, может быть, эту историю, что там все вроде бы идиллия, но на самом деле не идиллия. Потому что женщина это, она с кем-то делится, она делится, ну, то ли со своей какой-то близкой подружкой, приятельницей. Возможно, вы от этой приятельницы тоже чем-то, ну, наслышаны, да, вот какими-то фактами. Эта женщина давненько вас заметила. Эта женщина, в общем-то, она считает себя в некотором плане свободной после того, как она узнала про обман своего мужчины. То есть она готова к новым отношениям. Она разойдется с мужчиной, как только у нее появятся другие серьезные отношения. Вы очень понравились, вас она, ну, как бы представляет в роли, может быть, будущего спутника, да, пока она может не проявляться, пока она находится, ну, в таких, знаете, энергиях, может быть, и сомнений, опасений каких-то. Потому что вы ее почему-то еще немножечко, ну, чем-то вы ее отпугиваете. Что такое? Знаете, это скорее даже не отпугивание, это может быть ваше, ну, либо же такое выражение лица, да, грусти какой-то. Может быть, вы еще не отошли от прежних отношений. Ну, то есть бывает, когда у человека на лице написано, да, что, ну, ты не готов к новым отношениям. Либо же, может быть, внешность у вас, ну, такая грозная. Поэтому, с одной стороны, она потеряла покой, потому что вы как мужчина, ей очень привлекательный, ей бы хотелось с вами иметь отношения. Но, опять же, предатель муж, у нее куча сомнений, опасений, плюс, опять же, она не уверена, что вы захотите с ней быть в отношениях. Очень много думает о вас, очень много мечтает о вас, и причем это могут быть даже какие-то вот, ну, такие довольно романтическо-эротические сцены, которые она, может быть, даже представляет. Ей бы очень хотелось, чтобы у вас с ней сложились именно такие вот любовные отношения, не роман. Я думаю, если у вас сложатся с ней отношения, это будет просто, ну, наверное, как атомная бомба. Я имею в виду, что вы оба, в общем-то, горячие и в интимном плане, и вообще во всех планах. Потому что она тоже такая женщина-зажигалка. Что с ней может получиться или нет? У вас могут получиться с ней отношения, причем вы можете даже впоследствии не просто там с ней завязать какие-то отношения. У вас могут быть с ней официальный брак, у вас могут быть у кого-то дети даже. То, что избавитесь от одиночества, это однозначно. Будете думать, будете размышлять, потому что то, что я вижу, вот многие из вас, скорее всего, но очень так с опаской завяжут отношения с женщиной несвободной. Поэтому здесь может еще стать спорный такой немножко момент. Возможно, вы с этой женщиной будете разговаривать о том, что, ну, вы не разбиваете чужие семьи, да, вот в таком плане. Хотя вам будет с ней, ну, классно общаться. Очень она будет привлекать и своей какой-то молодостью, и своей ухоженностью, своей какой-то чистоплотностью. Еще некоторые из вас могут переживать по поводу финансов, да, что опять же вы можете не потянуть ее финансово, если у вас небольшая зарплата. Поэтому внутренние качели будут. И я думаю, даже вы будете с этой женщиной обсуждать ваши вот какие-то возможности совместные, да, вот у вас будет какой-то разговор с ней.
ну, на самом начале, да, вот на берегу, так сказать, отношений, что у вас получится, как у вас это все будет, да, насколько вы готовы, не готовы ждать, пока она, может быть, там разойдется, разведется, там, что там она порешает свои какие-то вопросы с мужчиной, да. Вы можете подождать, потому что она понравится вам, ребят, понравится. Но вы не хотите, опять-таки мне показано, вы не хотите участвовать в треугольнике. И даже несмотря на то, что она, в общем-то, ну, считайте, что она точку поставила в своих отношениях, просто, ну, может быть, временно она проживает пока с тем мужчиной, да, может быть, потому что пока и, ну, не за что уйти там на квартиру, к примеру, может быть, она как-то связана с этим мужчиной. Но вот момент треугольника многих из вас может остановить. Да, вы будете мечтать, вы будете строить планы. Кто-то все-таки, несмотря ни на что, пойдет с ней в отношения. Это тоже видно. Опять же, какое решение вы примете? Исключительно будет зависеть от вас, как будут развиваться ваши отношения. Причем я вам скажу, если вы пойдете, вот те из вас, кто рискнет все-таки начать отношения с этой женщиной, я думаю, она очень скоро ну, распрощается со своим мужчиной, потому что она будет в вашем лице, она будет чувствовать, ну, такую довольно сильную поддержку, опору. Возможно, кто-то из вас даже временно ей поможет, ну, то ли финансами, чтобы она там, ну, либо же квартиру сняла, да, ну, то есть на какое-то, может быть, временное проживание. Потому что здесь остро стоит еще финансовый момент, который ее может останавливать, да, потому что, может быть, она реально боится, что она, ну, не потянет, и тем более, если у нее, может быть, ребенок даже есть. Поэтому, мои хорошие, вот такая дама потеряла из-за вас покой. Ну, такая довольно, знаете, я даже не знаю, каким словом назвать, такая довольно серьезная ситуация, потому что я знаю, что многие мужчины, ну, не хотят реально завязывать отношения с женщиной несвободной. И неважно, что она там в стадии развода, что они там в разных комнатах спят и так далее. Вот, ну, это как-то чисто подсознательно, может быть, инстинктивно, да, вот вы не хотите у своего, так сказать, собрата, да, у мужчины другого уводить женщину. Но, опять же, это будет зависеть исключительно от вас. Соблазн будет большой, женщина довольно неплохая, достойная, поэтому решение принимать только вам. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!